Да? Ты мой помощник. Ну, очень хорошо, что ты пришел. Ты ложишься здесь. Сем, ты ложишься вот здесь. На собаку мы не обращаем внимания. Сема, лежать. Лежать. Так как же тут лежать, скажи, когда тут вот кто-то пришел носом. Сем, Сема. Все, он ляжет, он молодец. Сема. Ну, я все понимаю. Давай, ложись, ложись, ложись. Лежать. 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 Хорошо. Хорошо, хорошо. Молодец. Давай в эту сторону, давай. Молодец. Ой, как ты будешь сейчас мне мешать, замечательно. Добрый день, друзья. Успокоили самого активного помощника. Пусть он устроит музыкальное сопровождение. Все. Ну, конечно, невозможно начать видео. Невозможно, да. Невозможно. Потому что то один прибежит, то другой. Сема, все, ложись и не мешай, пожалуйста. Сема, не трогай цветы. Слишком тебя много сегодня на видео. Лежать. Ты сейчас мне корни все переломаешь у орхидей. Ура! Так. Справились. Ну, еще раз добрый день. Сегодня расскажу вам о своих осенних хлопотах. Часто задаете вопросы, как вы справляетесь с таким количеством орхидей. У меня сейчас орхидей более 300. Не люблю их считать. Но это не из-за примет. Ну, просто не люблю. Но точно знаю, что именно такое количество. И кажется, что это очень долго и утомительно ухаживать за такой коллекцией. Но помните одну фразу из фильма? Если вы сумели и научились ухаживать за 3 орхидеями, то 300 орхидей вас уже не пугают. Так вот, что же представляют из себя мои осенние хлопоты? Это самое, ну, может быть, сложное время, когда я перед зимним цветением делаю инспекцию абсолютно всем своим орхидеям. То есть я снимаю с полок все орхидеи. Ну, не сразу, конечно, нет. Это невозможно сделать сразу, все орхидеи снять. Снимаю с полок, переношу в другую комнату. Там есть пластиковый стол. Он достаточно длинный. На нем помещаются порядка 30 орхидей. Но это зависит от размера горшка. Если орхидеи вот такие маленькие, то помещается и больше. И там, вооружившись микроскопами, у меня есть 2 микроскопа. Один можно надевать на телефон и увеличивать изображение, снимать видео. Приспособление для телефона можно снять. И также рассматривать листики орхидей, как и этим моим любимым стареньким микроскопом. У этого увеличение 40, у этого увеличение 60. Все листики с какими-то подозрениями я рассматриваю прибором. Вдруг где-то с лета остались какие-то вредители. Вдруг есть какие-то мелкие точки, заболевания, которые я по каким-то причинам не заметила. Тогда я делаю или дополнительные опрыскивания от вредителей, или произвожу какое-то лечение. Вчера была в магазине и нашла вот такой интересный препарат B58. Производство Германии. Очень была удивлена, что наконец-таки есть системный препарат против паутинного клеща.
Я не обрабатывала орхидеи этим препаратом, но мне очень интересно, если я все-таки найду какого-то клеща на своих орхидеях, я обязательно применю этот препарат и расскажу вам, понравилось мне его действие или нет. Но это системный препарат, кстати, стоит 25 рублей. Я обязательно поливаю орхидеи, протираю листья, если они пыльные. Если вдруг нужна пересадка, ну вот, например, вот этой посадки 3 года. Орхидея наклонилась. Очень много воздушных корней. Есть растущие корни, и они очень высоко. Смотрите, как высоко они на орхидее растут. Прорастают новые корешки от шеи. И вот такую орхидею можно взять и пересадить. Сделать небольшое омоложение, убрать старые корни. Если нужно отрезать сухую часть ствола, если она там появится, а эти все корни заправить в горшок. Убираю старые чешуйки от листиков. Засохший листик, он отпал. И для того, чтобы вот эта старая сухая чешуйка не мешала расти новым корням, такие чешуйки от листиков орхидей я полностью убираю. В это же время я могу поменять местоположение орхидей. Например, если в прошлом году здесь стояли мини-орхидеи, могу сюда поставить биглипы. Что еще нужно сделать вот в этой большой проверке орхидей? Да, впрочем, наверное, все. Вот все эти мероприятия я делаю в тот момент, когда орхидеи начинают выпускать цветоносы. На улице у нас сейчас плюс 10, в квартире плюс 20. Когда день и солнышко, чуть теплее. Когда вечер и солнца в окошках нет, а отопление еще не включено, прохладнее. Вот это самое замечательное время для того, чтобы орхидеи выпускали цветоносы. И когда я снимаю все орхидеи и рассматриваю, я вижу очень много новых цветоносиков. На этих орхидеях нет цветоносов. А вот здесь уже показались цветоносы. И так на многих-многих орхидеях. Я думаю, что зимнее цветение будет великолепное. Вот как раз все эти мероприятия я и провожу перед цветением орхидей. Этот осмотр, полив, удаление пыли, рассматривание вредителей, если они есть, у меня занимает примерно 10 дней. Но такие глобальные проверки я провожу всего 2 раза в год. Осенью и весной после цветения орхидей. Что я не так показываю руками? Что тебе не нравится? Еще и кусаться хочешь? Ай, бессовестный. Ну вот, впрочем, и все. Это не так сложно, но занимает какое-то мое время. И если я вдруг вам сразу не ответила на вопрос, значит, у меня есть дела с орхидеями. Но я обязательно отвечу на все ваши вопросы. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.